Друзья, всем привет! Если вам нужно удалить с бумаги какие-то там помарки, все, что не нужно, это можно сделать очень просто в домашних условиях. Я покупаю в магазинах садовых марганцовку, по-моему, сейчас, кстати, везде продается. Также, наверное, дома у вас есть и обычная уксусная кислота и перекись в аптечке 3%. Делаем обязательно в перчатках, потому что здесь кислота, небольшое количество уксусной кислоты. Сюда марганцовку. Марганцовка сейчас очень странная, достаточно слабая и с какими-то странными примесями. Должен получиться такой достаточно насыщенный раствор. Видите, почему-то плохо растворяется. Раньше марганцовка была другая, но ничего страшного, все равно растворяется, как вы видите. Ну а дальше все просто. Берем ватную палочку и убираем. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Также, если есть какая-то надпись, ручкой, например, тоже можно нанести. Если она вообще свежая, это происходит намного быстрее. Я не буду удалять всю, покажу на вот половинке. Теперь промакиваем какой-нибудь бумагой, салфеткой. И наносим еще раз. Аккуратно. Не нужно прям сильно-сильно стирать, потому что бумага может поплыть. Друзья, ручка, вот этот штампик, практически ничего не видно, чтобы вы видели разницу. Но после того, как все это подсушится, будет желтизна. И чтобы эту желтизну убрать, как раз нам нужна перекись водорода. Хорошо убирает желтизну. Друзья, видите, высохла, образовалась желтизна. И чтобы убрать, конечно, нужно перекись. Я сюда уже налила вот эти две помарки. Я уже нанесла, видите, сразу побелела. Наношу сюда практически сразу. Убирается желтизна, и таким вот нехитрым способом можно убрать. Сейчас нужно будет подсушить. Если есть какие-то чуть-чуть здесь вот места, нужно проделать эту операцию еще раз. Тоже аккуратненько. И самое главное, знаете что? Не старайтесь зачерпывать, если плохо размешиваются вот эти крупинки. Если эти крупинки зачерпывать, они дают, ну, как бы повреждают бумагу. Они достаточно жесткие. Вот такой классный результат. Вот такой классный совет. Если есть такие проблемы, можно попробовать. Даже просто, я думаю, интересно поиграться, наверное, так. Так что, друзья, вот такой совет. Напишите под видео, что вы думаете насчет этого совета. До следующей встречи. Всем пока-пока.